Так, прошла запись, ага. Так, я всех приветствую. Это второй урок, посвященный теме создания автоматического переключения коробки передач. Значит, в первом уроке мы сделали с вами автореверс. Это функция, которая позволяет нам автоматически менять режим движения с движения вперед на движение назад. И благодаря этой функции у нас маппинг педали, точнее, маппинг ввода газ-тормоз и значение переменных газ-тормоз автоматически, значит, меняется. Благодаря чему у нас машина может так вот управляться в аркадном режиме. Так, хорошо. А теперь пришло время создать уже непосредственно функцию, которая будет переключать передачи. Так, давайте мы создадим новую функцию. Да, я вот здесь вот добавил branch, ветвление и переменную automatic transmission. То есть, если у нас истина, то мы выполняем вот эти вот функции, которые отвечают за автоматическое переключение. В противном случае мы их просто минуем, чтобы нам не делать лишние операции. Так, хорошо, добавляем функцию, называем ее automatic gear shift. И так как у меня уже есть такая функция, которую я уже раньше создавал, поэтому я сделаю еще такой постфикс тут. Хорошо. Значит, прежде чем мы... Да, то есть сейчас мы начнем делать... Значит, логика будет такова, что мы будем проверять текущие значения скорости вращения нашего двигателя, то есть RPM двигателя, и сравнивать, если у нас значение вращения двигателя больше там какого-то порога, то мы повышаем передачу. Если меньше, то понижаем. Нет. Engine, RPM. Мы берем так значение нашего Engine RPM больше, да? Больше какого-то значения. Ну, допустим, там 6500, допустим. Engine RPM меньше. Допустим, 3,5. Вот. И так дальше будет на этом строиться логика. Да. Но прежде нам нужно вот что сделать. Нам нужно сделать вот такое вот условие. Branch. Нам нужно вызвать здесь get game time in seconds, вычесть какое-то значение. Какое именно? Нам нужно создать переменную. Я ее назвал last after gear shift time float, тип переменной float. То есть в этой переменной мы храним как бы временной штамп, то есть значение вот этой вот времени с последнего вызова этой функции. Соответственно, если мы посмотрим разность этих двух значений, то есть текущее значение, то есть в новом фрейме с последнего, минус значение с последнего вызова, то мы можем узнать, как много времени прошло между вот этими отметками временными. И, соответственно, если у нас, допустим, временной отрезок больше, чем, допустим, 2 секунды, да, допустим, да, ну, может быть и меньше, например. Давайте сначала 2 секунды оставим. Вот так. И тогда мы уже что-то делаем. Вот. Это обязательно нужно сделать. Я покажу, что будет, если мы не сделаем это. Но это чуть позже, когда мы какую-то логику набросаем. Здесь у нас будет много ветвлений. Первое, второе, вот и еще будет одно. Ух ты. Вот можно сразу. То есть если у нас engine RPM больше какого-то значения, давайте мы сразу создадим. То есть я уже создал, вы у себя создайте. Я сразу создал для себя Shift Up RPM, Shift Down RPM. Все это, естественно, в категории Automatic Gear Shift, Automatic Gearbox. Да. Shift Up RPM я сделал 6500. Естественно, как бы вы можете управлять данным значением, то есть агрессивностью, грубо говоря, коробки передач.
это автоматическое включение. То есть вы можете, например, создать переменную, которая будет называться, ну, что-то вроде режим драйва, то есть спортивный или там средний, или там какой-нибудь овощи, грубо говоря. И, допустим, в зависимости от выбранного режима вы можете, то есть, допустим, если максимально агрессивный режим, то у вас единица, например, да, то максимально высокие обороты для переключения. Если режим овощ, то близко там к низам, грубо говоря. И в зависимости от этого выбранного режима, драйва, да, машина будет себя либо более экономично вести, более умеренно, более так щадяще, то есть не будет давать сильно крутиться двигателю, либо наоборот, если у вас сделать максимально агрессивный стиль вождения, то ну, это уже такие дополнительные плюшки. Так, в общем, давайте Shift Up RPM 6500, а здесь Shift Down RPM. Вот так, да? True, false, да, все правильно. Но на самом деле здесь еще не хватает еще одного условия. Как я уже сказал, здесь будет много условий. Так, я бы даже сказал, здесь надо сделать вот так. Да, мы здесь будем проверять swap throttle brake, вот этот флаг. То есть, если у нас режим, то есть в зависимости от режима движения, как мы едем вперед мы едем, либо мы на реверсе, назад едем, от этого будет тоже зависеть режим работы этого переключателя, этой системы всей. И пока что мы сделаем только для движения вперед. То есть, если swap throttle brake у нас стоит в ложь, соответственно, мы едем вперед. Вот. То есть мы можем, допустим, car move forward. И moving, как оно там, я не знаю, правильно это будет. Directions, ну, допустим. Да, у меня с английским плохо, поэтому... В общем, это мы едем вперед. Вот, таким вот образом. И далее что мы можем сделать? Конечно, мы могли бы просто взять, например, наш gear, да, get gear, и сделать там плюс-плюс, increment, здесь decrement. Ну, естественно, проверить тоже, чтобы мы не вышли за пределы массива, вот это вот все. И, в принципе, это уже будет работать. Мы можем даже и проверить в бою, скажем так. Будет ли она работать? Должна работать. Сейчас у нас компилируется. Так, Shift Up RPM. Больше. Меньше, да. Можем сделать так вот. And. Gear меньше. Ой, больше нуля, да. Допустим. А здесь and. Gear меньше 6. Да, то есть вот, грубо говоря, таким образом. Так, проверяем. Так, вот мы поехали вперед. Едем.
Ну да. Я забыл вызвать функцию. Да, конечно же, я слишком рано стал это все дело тестировать. Нам нужно вызвать функцию getTotalGearRatio. Обязательно. В данном случае. И нам необходимо отметить вот это вот last after gear shift time. То есть мы берем last after gear shift time if time set. И мы текущий game time get game time in seconds берем. Вот так вот. Теперь оно должно работать. По идее. Сейчас мы это дело узнаем. Так. Проверяем. Поехали. Первое. Хо. Все еще не переключает. А почему? Я, видимо, что-то опять упустил. Так, сейчас. Пам-пам-пам-пам. Ну, конечно. Я извиняюсь за свою невнимательность. Я же не подключил функцию. Так, это моя уже готова. Мы пока ее отодвинем. Как она у нас будет работать, данная функция, если я даже ее не воткнул в мою цепь последовательности. Итак, с горем пополам мы вроде бы нашли причину. Да, вот, видите, все, мы переключились. Вторая, третья, четвертая, третья, вторая, первая, нейтральная. Ну, то есть все работает, да. То есть можно было бы уже, конечно, все дело оставить вот так, таким вот образом, если бы не одно но. Все дело в том, что мы бы хотели использовать нашу переменную. Вот у меня есть переменная gear shift time. В этой переменной хранится промежуток времени, который необходим нам для того, чтобы переключить передачи, то есть чтобы изменить текущую передачу на новую, да, то есть повысить или понизить. И в Unreal у нас есть хороший инструмент для этого. Есть такой, как сказать, метод или функция delay, да? Вот она, delay. Соответственно, что она делает? Ну, кто знает, молодец. Кто не знает, объясню, что у нас есть входной пин и выходной. И есть поле duration. Так вот, все какие-то действия, процедуры, там, методы и функции, которые стоят после delay, они также будут выполняться, но только после того, как пройдет вот этот промежуток времени. Вот как только истечет вот это время, все, что находится за вот этим вот, за этим методом delay, оно будет выполнено. Но дело в том, что архитектура Unreal Engine такова, что данный метод мы можем использовать только из event графа. То есть мы не можем использовать его в какой-либо функции. То есть если я попробую в функции использовать, вызвать эту ноду, то ее здесь просто, она не появляется. Если вот мы поставили контекст sensitive, то я, конечно, могу попробовать сделать Ctrl-C, Ctrl-V. И конфликт node, то есть там вышло, короче, сообщение у меня внизу окна, что, короче, невозможно здесь использовать эту ноду.
Поэтому, ну, то есть возникает вопрос, как же нам быть? Поступим мы следующим образом. Так, сейчас я здесь вот все это дело беру. Мы будем использовать кастомные события, custom event так называемые. У меня уже добавил здесь custom event shift gear up и custom event shift gear down. Знаете, да, то мы можем добавлять свои собственные кастомные события, то есть мы выбираем add, custom, вот, и появляется вот это поле. И потом просто его переименовываем. Я нарочно в названии event добавил это вот слово event в имени, чтобы, ну, мне так удобнее, проще, чтобы было ориентироваться. Вот. И что мы будем делать? Мы будем делать следующим образом. То есть мы будем в нашей функции не делать напрямую вот этот инкремент, декремент. Это тоже нам здесь не нужно будет. А мы будем непосредственно вызывать наши вот эти вот эвенты. То есть мы будем вызывать event shift gear down, да, например, здесь. То есть, так, вот это вот у нас. Так, сейчас я посмотрю быстренько. Проверим. Правильно я делаю. Больше единицы. Угу. Да, тут в принципе без разницы 0 или единица, то есть зависит от того, что, как мы хотим, чтобы у нас, до какой передачи мы хотим, чтобы у нас скидывалось максимально низко наш вот это вот переключатель, то есть до первой передачи или там до нейтральной. Вот, мы оставим здесь, допустим, до первой. Вот, здесь пока удалим. Так, event shift gear down, event shift gear up. То есть вот у нас мы вызываем два этих события и далее уже непосредственно вот это сохраняем наш метку времени. И нам осталось, естественно, доделать последовательность вот этих вот действий, которые у нас будут выполняться в момент, когда мы вызовем вот эти вот события. То есть после вызова событий мы должны сделать инкременты еще с некоторыми проверками. Значит, нам здесь нужен gear, getGear. И также я создал еще дополнительную переменную inGear называется. Это булевая, да, boolean, переменная типа магический тип, истина ложь. Что она, для чего она нужна? Это нам нужна для того, чтобы нам сделать этот фокус, что когда мы переключаем передачу, повышаем ли, понижаем, неважно, чтобы сделать этот эффект, что как бы мы при переключении как бы переходим, ну, через нейтралку, скажем так. Вот так. То есть старая передача уже не работает, а новая еще не включена. И поэтому как бы это такое состояние между передачами. Ну, вот. И еще для чего нужно это? Чтобы как раз предотвратить, ну сейчас увидите. В общем, мы здесь делаем бранч. Мы сделаем здесь бранч. То есть это у нас shift gear up. То есть первое, мы должны проверить gear, например, больше. Нет, gear меньше. В моем случае 6. And gear равно истина. Вот так. То есть этот флаг InGear, он показывает, включена ли у нас уже какая-то передача. Или мы находимся в том временном промежутке, как раз когда мы меняются передачи. То есть чтобы у нас не было такого, что зацикливание, да, то есть вот зависание вот в промежутке, что мы нажимаем, меняемся там передачи, грубо говоря, и они никак не могут перещелкнуться как бы с какой-то передачи на какую-то, да. Чтобы вот этого у нас момента избежать,
вот этот in-gear, он нам как раз здесь и пригождается. А здесь, конечно, по-хорошему надо взять gear ratio, да, gear ratio, взять длина, вот так вот, длина, -1, -1 и вот сюда. И по-хорошему это нужно сделать в begin play event и сохранить в переменную, то есть максимальный индекс, да, передачи. Вот. Но так как я что-то все куда-то тороплюсь, мне как бы лень это сейчас делать, поэтому просто вот сделайте вот как надо. Я просто пока быстро показываю суть. Значит, gear меньше 6 и у нас находится in gear. Значит, в этом случае мы ставим in gear, мы ставим в ложь, мы вызываем delay. И у меня есть переменная gearShiftTime, вот, как раз которая отвечает за то, как долго мы будем переключаться с передачи на передачу. Так, и что у нас еще тут надо сделать? Да, по истечению этого времени наш gear делаем инкремент и вызываем get total gear ratio. Вызываем total gear ratio. И, конечно, мы должны поставить флажок in gear истина. Вот. И очень похоже у нас идет для понижения. Единственное, что мы будем проверять немножко другое тут получится, но похоже. Значит, gear у нас меньше, больше должно быть, да. Больше -1. -1 это у меня реверс. То есть последняя передача, самая низкая, -1 у меня. Вот. То есть я напоминаю, что я сделал таким образом, что у меня в массиве передачные числа, которые включают, значит, gear ratio, массив включается в нулевой индекс, то есть как бы самый первый нулевой индекс, это у меня нейтральная передача, и далее передачи, которые для движения вперед. Вот, соответственно, под индексом 1 это у меня первая передача, под индексом 2 вторая и так далее. А реверс у меня стоит, хранится, точнее реверс, передача для движения назад, она у меня в отдельной переменной, и, соответственно, реверс будет включаться, когда используется вот эта вот переменная, когда у меня gear равно -1. Вот. То есть я просто вам объяснил, как это у меня устроено, а вы уже смотрите по тому, как у вас это дело организовано. Значит, да, значит, gear у нас больше -1 и in gear. И мы здесь также делаем branch, condition, истина. Здесь делаем ложь. Так, это мы можем сюда подцепить. Так. Угу. Даже сюда мы можем тоже. Так, и здесь мы делаем декремент, конечно. Декремент. Также вызываем. Ну, а дальше все то же самое. Вот таким вот образом. То есть вот такая вот у нас получилась логика переключения передач с учетом вот этой вот задержки, да, времени, которое необходимо для того, чтобы сменить передачу. Так, компилируем. И давайте мы вернемся в наш автоматик Shift. Что у нас тут творится? Значит, Shift Upper PM больше. Истина. Меньше. Shift Gear Up. Да. Так как у нас Total Gear Ratio
вызывается теперь отсюда, то нам здесь уже нет смысла его вызывать. И также, да, хотел еще отметить, что вот здесь вот на тике я должен взять мой total gear ratio и перемножить на вот этот вот in gear флаг. Как раз для имитации вот этого момента перехода между передачами. Вот. И у меня функции HUD. Видите, у меня есть вот этот вот select node, который будет показывать, то есть какое у меня включена передача. И, соответственно, когда у меня будет происходить переключение, я здесь поставил этот символ для большей наглядности. Вот это два прочерка. То есть, когда у нас передача переключается в этот временной промежуток, мы как раз увидим вот этот вот символ. И да, чтобы у нас во время переключения, как будто мы через нейтральную передачу переключаемся, это имело эффект на поведение всей трансмиссии. Соответственно, конечно, я должен перемножить мое текущее вот это вот передачное число на вот этот флаг. Соответственно, если я буду переключаться, то это как бы нейтральная передача 0 и будет 0. Вот таким образом. Так. Забыл еще одну вещь сделать. Сейчас быстренько я сделаю. И также в автореверсе здесь, в общем, тоже сделать можно по-разному. Мы можем сразу включать нужную нам передачу для вот этого реверса. То есть либо первую, если мы двигаемся вперед, либо заднюю, если мы двигаемся назад. Но в принципе, теперь уже достаточно нам использовать просто здесь включить нейтральную. Это как бы минимально, что мы должны здесь сделать. Хотя бы включить нейтралку. То есть это точка отсчета. Это мостик между, или скажем, вот этот камень на перепутье. Пойдешь налево, пойдешь направо. То есть ты поедешь либо вперед, либо назад. Вот, то есть у нас наша нейтральная передача, которая у меня стоит, это находится, точнее, в массиве, это нулевой индекс, первый самый член. Вот, то есть мы должны хотя бы включить нейтральную передачу. Вот, и я ее здесь включаю. Вот, и я ее здесь включаю. Так, теперь проверяем, как у нас все работает. Да, вот я достигли обороты, достигли того значения, когда должна переключиться передача, и машина поехала. Ну, то есть включилась первая передача, машина поехала. Вот мы достигли еще какого, ну, снова этой отметки, вторая. И видите, вот у нас появляется вот этот прочерк, то есть эти две черты, момент, когда у нас происходит переключение. Четвертая. Да, то есть все, в принципе, уже работает. Так, непонятно почему. Ага. Реверс почему-то сейчас не хочет включаться. Ля-ля-ля-ля-ля. Да, наверное, это из-за зацикливания. В общем, чтобы у нас, короче, работало все более-менее стабильно, вот у нас в автореверсе я тоже советую сделать, добавить вот такую логику. Ой. Наподобие, как и у нас в Automatic Gear Shift. То есть мы здесь создали
перемену для хранения этого временного штампа last after gear shift time. А здесь мы создаем last after reverse time. И также мы берем текущее время минус последнее вот это вот время переключения, сравниваем с какой-то временным промежутком. Если времени прошло достаточно, то далее мы делаем вот это, да? Угу. Так. Да, он у нас назад не переключается, правильно, потому что мы еще не доделали вот эту функцию. Нужно ее доделать. Значит, swap throttle brake. Значит, если нам нужно ехать назад, то так, сейчас. То здесь делаем бранчную. Так, снова берем Engine RPM. Допустим, больше. Ну, какое-то значение 500. Если Engine RPM больше 500, тогда мы должны включить заднюю передачу. То есть это у нас set RG. В противном случае я не знаю, стоит ли нам даже, наверное, нет смысла делать. Сейчас проверим. Должно работать и так. Да. Нужно же подключить это все дело сюда. Компилируем и сохраняем. Так, вот мы поехали вперед. Вторая передача. Третья. Останавливаемся. Включим заднюю. Да, в принципе, тут все работает. Можно здесь сделать поменьше, наверное, временной промежуточек, чтобы у нас... Так. Не знаю, здесь, наверное, 2 секунды нормально хватит. Да, здесь пускай будет 2 секунды. Реверс. Gear shift. Gear. Да.
И последний штрих под конец, значит, этого видео еще хотел бы добавить такой штрих. Значит, когда я делал вот эту систему, то есть я пробовал разные подходы, то есть как сделать лучше на основе текущих оборотов двигателя, вот этот Engine RPM, либо на основе, например, текущей скорости автомобиля. И, в принципе, я попробовал обе системы, и так, и нельзя сказать, что одна лучше, там, другая там хуже. Нет, они обе могут быть, обе вполне себе неплохие. Вот. И у каждой есть как бы свои положительные и отрицательные стороны. То есть в каких-то случаях одна система лучше себя ведет, в каких-то другая. И, в общем, размышляя над этим вопросом, я решил, что, наверное, лучший вариант это как бы объединить эти оба подхода в одном, как бы в одной функции. Поэтому что я делаю? Есть еще такой момент. То есть я создал функцию, называется эта функция getShiftSpeed. В этой функции мы инициализируем массив. Массив у меня должен быть не меньше, чем наш вот этот вот gear ratio, да, то есть я тут даже вроде как больше сделал для чего-то, но не суть. В общем, мы в этот массив мы сохраняем значение скорости автомобиля для каждой передачи, на которой можно уже переключаться, то есть когда мы достигаем этой скорости, значит мы можем уже, если достигли, то мы можем уже повысить передачу, например, да? Соответственно, сейчас я вернусь к этой функции, покажу, что я там делаю. Соответственно, мы можем вот здесь в ветке swap throttle brake false, то есть ложь, и вот здесь вот shift up RPM, engine RPM больше, чем shift up, мы можем здесь добавить еще одно условие. Можем взять car speed, get car forward speed больше или равно. Мы берем вот этот вот массив, о котором я вот сейчас говорил. Так, массив это называется gear shift up speed. Достаем оттуда переменную. Берем наш индекс, это у нас gear, текущая передача. Мы сравниваем, достаточно ли разогнался наш автомобиль, то есть для чего это нужно. То есть представьте, у нас может быть какая ситуация, то есть если у нас колеса не пробуксовывают, допустим, у нас всегда идеальное сцепление, да, тогда никаких проблем. Тогда у нас всегда скорость двигателя, скорость колеса ведущего и скорость нашего автомобиля вперед, то как бы вот эти две скорости, они всегда будут соразмерны, да, эквивалентны, скажем так. Если у нас колеса не пробуксовывают, тогда смысла этого городить огорода вообще никакого нет. Да, но в моем случае у меня машина может пробуксовывать, то есть ведущие колеса могут скользить. Из-за этого может возникнуть какая ситуация, что, например, движок довольно мощный, я включил передачу первую, например, нажал на газ, колеса начинают сильно пробуксовывать, и стрелка-то уже как бы вот здесь у нас уже возникает флажок истина. Однако машина при этом практически стоит на месте. И если не учитывать никак скорость автомобиля, тогда он переключится на следующую, и машина то есть движок резко захлебнется. То есть, потому что на этой передаче ему было легко буксовать, а следующая, например, передача намного слабее, и, в общем, соответственно, мы теряем время вот из-за того, что слишком рано переключились, скажем так. Вот. И вот чтобы этого избежать, нам вот этот вот параметр еще скорости автомобиля, при которой мы должны переключиться, он как раз имеет большое значение. Вот, соответственно, мы можем здесь так вот включить car forward speed and таким вот образом. И даже можно пойти еще дальше. То есть мы можем вот это вот параметр также умножить. Здесь можем
Я здесь создал переменную, называется... Так, как она называется? Shift Speed Importance. Да, такое вот витиеватое название. Automatic Gearbox. Сюда. В общем, важность вот этого учитывания вот этой вот скорости автомобиля, при которой должно происходить переключение, повышение передачи. То есть, допустим, если у нас Shift Speed Importance стоит единица, тогда мы пока не достигли минимальной вот этой вот необходимой скорости для переключения, у нас передача не переключится. Если мы сделаем там 0,5, тогда скорость может быть в 2 раза меньше, допустим, текущей. Если у нас равно 0, то как бы понятно, да, то есть скорость не имеет значения, скажем так. То есть, ну, это вот такие дополнительные плюшки, то есть, которые позволят вам настроить очень тонко вот это поведение вот этого системы, чтобы машина была более агрессивной, более спортивный тип, значит, поведения и вождения, да, либо наоборот такой овощ-мобиль. Так, да, ну и, конечно же, сама функция, то есть что она из себя представляет. Это мы берем цикл for loop, так как у меня gear ratio нулевой индекс, первый индекс 0 это 0, и мы здесь производим деление на произведение, вот здесь, соответственно, у нас здесь будет деление на 0, чтобы этого избежать. Я начинаю с первого индекса, и потом, когда у нас completed, я просто здесь выставляю для первого нулевого индекса, я выставляю минус 100, например, отрицательная какой-то скорость отрицательная, да. А дальше мы делаем вот что. То есть нам нужно посчитать скорость, линейную скорость автомобиля от оборотов двигателя. То есть у нас вот здесь вот Shift Up RPM. Мы должны сначала, естественно, я обороты перевожу в угловое значение радиан в секунду, RPM в радиан секунды и делю. Ну, то есть это закон вот это вот сохранения энергии, не сохранение энергии, закон, золотое правило механики, да. То есть мы делим скорость двигателя на передаточное число и умножаем на радиус колеса. Вот. Ну и я еще перевожу это в метры в секунду, перевожу в километры в час. Вот. И так я это все делаю в цикле, то я получаю значение этой скорости для каждой передачи. То есть значение скорости автомобиля, при котором уже можно переключить вверх передачу. Мы можем даже сделать в конце такую проверку. Давайте я сейчас сделаю full loop. Так. Делаем для всех передач. Даже нет, даже вот так вот. Значит, здесь мы выводим print string. Так. Здесь давайте сделаем build string integer. Append to car shift up speed on. Префикс у нас здесь append. Он. Так, неправильно, не туда. Gear равно километры в час. Здесь мы берем наш вот этот вот gear shift up speed get a copy get a ref. Оп, помазал. Round. Вот такой небольшой дебаг сейчас сделаем. Компилируем.
Сохраняем. И смотрим. Да, вот у меня сейчас вы видите в левом верхнем углу экрана появились вот эти вот значения. То есть я могу видеть, что в текущих настройках на первой передаче у меня скорость переключения 54 км в час, для второй передачи 91, третья 138, четвертая 188, пятая 230. То есть, если мы учитываем вот эту вот минимальную скорость автомобиля, чтобы можно было повысить передачу, пока мы не достигнем данной скорости, вот этот наш механизм автоматического переключения, он не сработает. Он не сработает, не позволит нам повыситься. Вот. И можно попробовать проверить, как это будет. Допустим, я сделаю что? Маленькую проверку. Engine. Смотрите, Engine. Пик. Вот, допустим, я сделаю большой очень момент. Вот, 650, например. Сделаю большой момент, крутящий. Так, и сделаю. Так, что еще? Что еще? Shift. Shift Upper PM. 6500. Shift. Да. И допустим, Shift Speed Importance я оставлю единицу. Угу. Я оставил единицу. Сейчас, по идее, пока, то есть на каждой передаче она должна долго крутиться. То есть пока машина не наберет данную скорость минимальную, он не сможет переключиться. Вот мы смотрим, смотрите. Вот мы уже давно уперлись в красную зону, но так как скорость была еще недостаточно высокая, еще раз смотрим. Да, вот видите, то есть коробка не сразу срабатывает, а только тогда, когда у нас достигается вот эта вот скорость. То есть это более агрессивная получается настройка, то есть настройка более агрессивная. Двигатель сильнее крутится. Вот. А если мы сделаем, например, Shift Speed Importance, ну, например, там 0,5, например, да даже можно 0,2 поставим, да? То сейчас должны махом переключаться передачи, то есть не должно вот это вот долго вращаться двигатель, а сразу переключаться. Да, видите, он моментально сразу на вторую, третья, то есть как только мы достигаем вот этого порога вращения двигателя, сразу идет переключение. Вот, то есть, в принципе, все как бы все работает так, как и предполагалось, как задумывалось. Вот, ну все, в принципе, все, что хотел я показать, рассказать, я все показал и рассказал. Вот такая вот тавтология. Да, спасибо всем за внимание. Если понравился видеоурок, ставь лайк, подписывайся на канал, там пиши комменты, вопросы и так далее. Заходи ко мне на страницу на Patreon. Может быть, там тебе что-нибудь интересное сможешь для себя найти. Вот. Спасибо еще раз всем за внимание и до следующих видео.